Всем привет! За моей спиной Касса Милан, дом Милана, штаб-квартира клуба футбольного Милан. Здесь сегодня фанаты клуба протестуют против бездарного руководства их футбольным клубом. Пойдем, поддержим протест, а потом колонной отправимся на стадион и посетим матч Милана на Сан-Сиро. Посмотрите, сколько людей. Явно фанаты взволнованы положением дел в их клубе. Похоже, колонна уже выстроена, и скоро они отправятся в путь на Сан-Сиро. Колонна двинулась, количество фанатов просто какое-то бесчисленное. И это все люди, недовольные руководством клуба, и их можно понять. Зато посмотрите, какой крутой штаб у Милана. И вот эти фигурки сверху. И в этом же здании находится музей Милана с их легендарными трофеями. Надо будет как-то летом сделать оттуда тоже видео. На этой же площади сегодня какой-то небольшой рейв. Их немного, но вроде ни один рейвер от фанатов не пострадал. О, вспоминают эру Мальдини. Были другие времена. Парень с плакатом в образе смерти с косой. Ну, видимо, намекает, что ждет Милан в случае продолжения подобной политики. Пока мы двигаемся в противоположную от стадиона сторону. Но я думаю, это будет не близкий путь до стадиона. Пошли фаеры. Это значит, что протест сегодня будет горячим. Посмотрите вообще на эту длину колонны. Она бесконечная. Это не празднование чемпионства. Конечно же, все движение обильно сопровождается полицией. Надпись впереди гласит «Либретто иль Милан», то есть «Освободите Милан». Я думаю, это обращение к руководству, чтобы они избавили клуб от своего бездарного руководства, продали его и дали поруководить другим. Один из легендарных лидеров ультрадвижения Милана, Бароне, в оранжевой жилеточке. Размеры колонны все еще впечатляют. Машины в это время, конечно же, никуда не едут. Все перекрыто. И стоять они еще будут долго, учитывая размер и скорость движения колонны. И вон на фоне Tre Torre, 3 знаменитых небоскреба Милана. Оцените длину колонны. И там то, что вы видите в конце, это совсем не конец. Оп, а тут, похоже, полиция забыла перекрыть этот переулок. Сейчас посмотрим. Ну ничего, сейчас фанаты сами разберутся. Полиция не нужна. Впереди колонны в оранжевой жилетке лидер ультрас Милана Бароне. Кадры получше постоянно мешает сделать вот этот лысый парень, который идет впереди колонны и постоянно выгоняет меня с самых лучших ракурсов. Колонна приближается к Сан-Сиро, а тут можно уже и перекусить, и атрибутику купить. Как думаете, у них сегодня будут продажи лучше, чем обычно? Тут и по узенькой улочке. И вместо трамваев тоже Милан ходит. Задействовано все пространство подхода к Сан-Сиро, даже рельсы. Колонна прибывает к Сан-Сиро. Двигаемся на Сан-Сиро. Но людей очень много.
смотрите, бесконечное количество. Вот это все Курва-Суд. Вот это вот суд, ну то есть юг. И вот это вот перед вашими глазами, собственно, Курва-Суд. Южная трибуна Сан-Сиро, на которой сидят фанаты Милана. Очередное послание к кардинале, хозяину Милана. Переходим в матчевый режим. Билеты сегодня не sold out. Вот вы прямо сейчас можете за 30 евро где-то купить себе билетик на матч Милан-Монца. Ну, протесты сказываются. Люди не очень довольны. И фанаты, собственно, говорят, что Милан стал клубом для туристов. И по поводу билетов, например, одна из причин протеста – пакет на все матчи Лиги Чемпионов, который должен быть дешевле, в итоге вышел дороже, чем розничные билеты. То есть люди, которые преданы клубу, которые вот сразу берут до 4 матча Лиги Чемпионов, заплатили одну сумму, а те, кто по одному билету брал, они заплатили меньше. Ну, это действительно как-то выглядит странно. Несмотря на то, что на официальном сайте есть билеты, все равно стоят перекупщики, как говорят, без лоха и жизнь плоха. Берите билеты на официальных сайтах. Не ленитесь, старайтесь, изучайте. Сегодня мой 186-й визит на Сан-Сиро. Ну и, как я понимаю, к сожалению, последний в этом сезоне. Ну, просто до следующего тут больше матчей не будет. До матча еще час 15, но Ультрас Милана не спешат сегодня на трибуну. Вот они обычно собираются на этой площади. Ну, сегодня как обычно. Причем не только на той площади, в целом южная сторона Сан-Сиро заполнена фанатами Милана перед матчем. Было бы неплохо перекусить перед матчем, но, видите, такая небольшая очередь. У них есть классическое меню, но его сегодня нет. На сегодня у них есть специальное меню для футбольных матчей и концертов. Ну, вы понимаете, оно отличается не в нашу пользу. Бар, кстати, называется «Чао Сан-Сиро». Привет, Сан-Сиро. Цены дни концертов и матчей. Вот такую вот среднюю маргариту я получил за 5 евро. Иду на Сан-Сиро. Может, кто-то хотел бы есть пиццу с видом на Колизей, но, как по мне, один из самых итальянских видов, что можно представить, сейчас перед вами. 35 минут до матча. Время заходить на этого красавца. Ну вот, молодцы. Сегодня перед матчем Милана устроили зону для развлечения перед игрой. Ну, это же хороший подход. Как вам вот такой вот настольный футбол? Ну, длина почти как у колонны Милана сегодня. Но там побольше все равно было. Ну, я в пропорциях, что для настольного футбола это очень большая длина. Ну, и как для колонны фанатов тоже. Можете сделать фоточку с маскотом. Маркетинг клуба развивается. Ну, это, как я понимаю, презентация новой футболки Милана на следующий сезон. То, что уже бросается в глаза, у новой футболки другой логотип. Раздают тут такие браслетики. Ну, я вам скажу, достаточно качественные. Ну, если бы я что-то разыгрывал, я бы с радостью его разыграл, но нам пока не до этого. Последний подъем сезона на эту легендарную колонну. В нашей зоне замечены даже фанаты Монцы. Знаете, я уже начинаю скучать за вот этими невероятными видами. Сейчас сколько? Месяца 3 меня тут не будет. А кто знает, что будет дальше? Вообще жизнь непредсказуема. Даже несмотря на то, что сюда надо подниматься по вот этой колонне, и это требует немало усилий, а потом еще надо на самый верх мне идти. Ну, это удовольствие, это радость. Понимаете, я делаю это в 186 раз, а ощущение, как будто бы впервые. Каждый раз. Обожаю заходить на Сан-Сиро. Это предвкушение матча. Фанатов Монцы сегодня немного, но они есть. У них тоже проблемы в клубе. И фанатов Милана... О, посмотрите! Фанаты Милана сидят в форме надписи. Но я бы этот матч назвал дерби Берлускони. Потому что оба клуба достигли своих максимальных результатов именно когда ими владел Сильвио Берлускони. А когда он перестал ими владеть, клубы пошли вниз. Особенно Монца, которая провела 2 сезона в серии А. Ну и Милан, как вы видите, тоже сейчас не в лучшей кондиции. Все-таки Берлускони — это, наверное, лучшее, что случалось с этими клубами. Даже вот эта знаменитая миланская песня, которая поется перед матчами, сегодня не звучит так ярко. Жаль тех людей, для кого это единственный их матч Милана. Посмотрите, тут на английском написано «Go home», «Иди домой», потому что кардинале американец.
его родной язык английский. И это послание для владельцев клуба, как я понимаю. Go home. Ну, очень креативно сделали. Ну, прям 5 баллов, как мне кажется. Между Миланом и Монцей даже разыгрывается кубок Сильвио Берлускони перед сезоном. 2 раза он уже проходил, на одном из них был я. Но не знаю, будет ли эта традиция продолжена с учетом того, что Монца упала в серию Б и вообще знатно понизилась в классе. Если когда этот кубок начинался, Монца была командой с перспективой на Еврокубке, с амбициями. Сейчас же они еще в середине сезона продали своих лучших игроков. И ну, видно, что команда идет вниз. Они вылетели в серию Б задолго до конца чемпионата. Это та небольшая часть, которая осталась без интриги в серии А, что Монца вылетела. И ну, их дела идут плохо. А такие команды часто из серии Б быстро попадают в серию С, к сожалению. Вот это, конечно, ну я первый раз, у меня, ребят, под 800 матчей, я первый раз вижу такой перформанс крутой, слово, составленное из людей на трибуне. Ну, это круто. Сегодня клубы выходят на поле по свист трибун. Ну и неудивительно, я вам скажу, что оба клуба в этом сезоне это заслужили. Каждый в своей нише, так сказать. Монца уже давно вылетела, это точно. Милан на 9 месте с шансами подняться на 8-е еле-еле. Ну, рядышком с Комо. Знаете, Милан, легенда, и Комо закончили сезон рядом. Гимну серии А, конечно, сегодня тоже свистят. Вроде впервые за 9 лет Милан в следующем сезоне не будет участвовать ни в каких Еврокубках. Это живая надпись. Как вы понимаете, это было послание владельца клуба о кардинале. Минута молчания перед матчем. Начали матч. Но в принципе все равно, что там происходит на поле. Мне кажется, главные события происходят за полем, как это часто бывает в футболе. Ну, по крайней мере, самое интересное. Пока поем, но, насколько я знаю, через 15 минут фанаты покинут стадион и оставят клуб наедине со своим позором. Все повернулись спиной к полю и даже не хотят смотреть на этот позор, который происходит на поле. Вообще, по ходу сезона создалось впечатление, что игрокам Милана на клуб абсолютно все равно. Как говорили фанаты постоянно, ребята, играйте за свою футболку, за эмблему, за гордость клуба. А они, ну вот ощущение было, как будто бы игроки просто не стараются. Ну и тут вопрос к менеджменту, к трансферной политике. Много вопросов. По центру трибуны ворона, которого мы видели на марше в оранжевом. Прямо на перилах. Включили подсветку надписи. Теперь все с фонариками. Ну все, 18-я минута. Go home. Ультрас идут домой. Как они это объяснили, они хотят оставить клуб, игроков, администрацию наедине с их позором. С тем позором, с каким провели они этот сезон. И их можно понять. У этих людей татуировки с клубом, вы понимаете? То есть, ну, клуб это их жизнь, клуб это их все. А игроки еле ходят по полю, а менеджмент принимает странные решения. Что-то с этим надо делать. 4 минуты и трибуна пустая. Это они еще не спешили выходить, как я понимаю. Это к технике пожарной безопасности в случае чего экстренной ситуации. В целом сегодня стадион, ну, полупустой. Я, наверное, это самый пустой Сан-Сиро или один из самых пустых, которые я видел. Ну, многие в поддержку протеста, наверное, сегодня даже не пришли. Ну, а ультрас пришли и ушли. Это еще сильнее. Монца забивает, и фанаты Милана ей аплодируют. Но, ладно, гол не засчитан с офсайда. Но вы видели эту реакцию, да, что стадион Милана аплодирует голу Монцы. Причем голу, ну, вполне, который созревал из динамики игры. Нельзя сказать, что это было какой-то неожиданностью. Ну, гол отменили, но если бы его засчитали, все было бы по игре. Вот с таким вот свистом игроки уходят на перерыв при счете 0-0. По поводу странной трансферной политики Милана.
Я не самый большой эксперт, но когда я слышу об очередном трансфере Милана, я открываю статистику игрока, и уже по статистике, мне как человеку, который чуть-чуть понимает в цифрах, но похоже на то, что берут игрока не очень. Игрока, который не заиграл и вряд ли заиграет. Но почему это делают? Вот у меня есть теория заговора. Владельцы Милана американцы, владельцы Челси американцы. Очень много игроков пришло из Челси, из провального Челси, провальных игроков. Я думаю, что среднее звено, агенты, то есть, понимаете, все друг друга знают, связи, контакты, какие-то муточки, темы, схемы, зарабатывают деньги. Потому что у Милана бюджеты большие. Нельзя сказать, что Милану надо найти звезду из там низких игроков. Нет, они тратят немалые деньги на трансферы. Но вопрос в качестве этих трансферов. И вот качество этих трансферов очень низкое. Ну и, соответственно, потом результаты низкие. В общем, я думаю, что среднее звено клуба, агенты, скауты, трансферная политика очень страдает. Но это все результаты работы высшего руководства. Ну и, собственно, фанаты именно об этом и говорят. Я думаю, они в этом что-то понимают. Ребята сидят в футболоджи, смотрят профили тех, кто тоже сегодня на матче. О, тоже сектанты. Ну, футболоджи на самом деле, ну, наверное, внесла какую-то яркую лепту в мою жизнь. О, хорош! Выпустили на второй тайм Франческо Камарду. Парня, которому 17 лет. Может, за ним будущее Милана? Правильно, надо давать играть. А что? Ну, терять Милану нечего. Пусть Камарда играет. У него даже татуировка Ультрас Милана есть. Вон Камарда под 73-м номером на острие атаки. Ну вот если этот парень забьет сегодня, то хоть что-то хорошее в этом матче будет. Сегодня на матче 99 пользователей футболоджи. Причем, ну, я понимаю, что большинство из них это туристы, граундхопперы, потому что среди итальянцев оно не супер популярно, не так, как среди немцев, например. Камарда – это самый молодой игрок, выходивший на поле серии А. Он вышел в 15 лет играть в серии А. Я был на этом матче. Это самый молодой итальянский игрок, который вышел играть в Лиге чемпионов. Я был на этом матче. И в целом Камарда родился в Милане. Камарда воспитанник школы Милана. У Камарды феноменальные результаты на вот этом вот юношеском уровне. Там я в Википедии прочитал, что у него там чуть ли более 5 голов в среднем за матч. В общем, Камарда подает большие надежды. Ну и, конечно, он играет за юношеские сборные Италии. Милан забивает. Но для кого этот гол? Если даже нету ультрас, которые порадуются ему. Вот, за меня, надеюсь, вы обычно радуетесь. Моя мама за меня обычно радуется. Каждому подписчику на ютубе радуется. Поэтому, ребят, подписывайтесь, порадуйте мою маму. Жао Феликс прямым ударом со штрафного забивает второй гол Милана. Закончили 2-0. Должен сказать, что итальянский футбол без итальянских болельщиков – это унылое зрелище. Потому что футбол ради фанатов. Футболисты Монсы пошли поблагодарить своих немногочисленных приехавших ультрас. Милан пошел благодарить своих фанатов, но как-то в обход Курвы, как я понимаю. В отсутствие ультрас там активную поддержку на себя взяли какие-то ребята. Мне кажется, что это какая-то группа школьных туристов из Америки. Но они старались. Жаль, Камарда не забил. То, что происходит с Миланом, деградация как клуба, мне кажется, это в целом результат того, что происходит в Италии. Италия деградирует в финансовом плане. Об этом, я думаю, можно написать отдельную научную работу, почему так происходит. Но во многом я считаю, что это из-за правительства, его решений, законов и всего подобного. Из-за этого страна беднеет. А из-за того, что страна беднеет, это в том числе и сказывается на футболе. Потому что футбол – это важное отображение общества. У местных бизнесменов не остается денег на футбол, поэтому половина серии А уже продана американцам. А одно дело, когда клуб – это бизнес плюс честь и престиж. Другое дело, когда клуб – это чистый бизнес, как, видимо, для владельца Милана Кардинале. Еще вопрос в том, чистый ли бизнес. Поэтому такие результаты. Увы, к сожалению. Но с этим надо что-то делать. Прощай, Сан-Сиро, как минимум до следующего сезона. В этом сезоне ты был прекрасен. Может, это не самый легкий сезон для меня. Но все равно каждый визит этого стадиона – это какая-то сказка.
Что-то даже сегодня горит на домашней парковке для фанатов Милана. Туда привозят организованные автобусы туристов. Но не оторвались на стадионе и решили, видимо, оторваться на парковке. Крутящиеся колонны вам напоследок. Вот она, главная группа поддержки Милана, видите? Школьники-туристы. Вот и закончился последний матч Милана в этом сезоне. Мое последнее посещение Сан-Сиро в этом сезоне. Спасибо вам, что были со мной сегодня, да и в целом на серии А. Возможно, это последний выпуск серии А этого сезона. Но не последний выпуск вообще. Я сейчас, кстати, еду дальше на ночную субботнюю программу в Милане, но это уже не в этом выпуске. Но в целом, я думаю, помимо серии А нас ждет много интересного контента. Поэтому подписывайтесь, лайкайте. И спасибо вам за просмотр. До новых встреч!